Здравствуйте! Сегодняшнее видео посвящено B6 Passat. Он появился в 2005 году, сменив B5 и продержался на конвейере до начала 2010 года, там уже сменил B7. В 2009 году был произведен небольшой рестайлинг. Но автомобиль получился действительно красивым по сравнению с B5 Passat. По моему мнению, он гораздо красивее. Ну, стал шире, стал длиннее, но колесная база не изменилась. Ну, вернее, она изменилась, она стала длиннее на 1 сантиметр. Я считаю, это несущественное изменение. Данный автомобиль у нас с двигателем 2.0 TDI Common-Rail'овским с индексом CBAP. Про индексы в течение видео я буду неоднократно это упоминать и поясню вам что-то и на что это влияет, образно говоря. Автомобиль в своем классе имеет достаточно много конкурентов. Это и Toyota Camry, и Nissan Tiana, и Mazda 6, и Ford Mondeo. Но автомобиль на фоне своих конкурентов выглядит достаточно неплохо, дорого. Цены на такие автомобили с таким двигателем варьируются примерно $8000. Но начнем с мотора. Как я уже сказал, здесь установлен 2-литровый двигатель TDI Common-Rail'овский с индексом CBAP. Ну, сначала коротко о двигателях. Но эти машины были в какой-то мере экспериментальными, потому что на них устанавливалось очень много двигателей за всю историю Passat'ов предыдущих. Если по бензину, здесь начинались от 1.4 TSI, потом был 1.6 атмосферный, 1.8 TSI, 2-литровый FSI, тоже атмосферный 2-литровый турбодвигатель мощностью 200 лошадиных сил. Также 3.2 и 3.6 VR6 бензиновые двигатели, но они редко устанавливались на эти машины. Машин с такими двигателями крайне мало. Ну, данный двигатель пришел в конце 2008 года, как раз непосредственно перед рестайлом. Рестайл наступил уже в 2009 году, как я уже сказал, но некоторые машины 2008 года с такими двигателями уже можно найти. По дизелям здесь устанавливались 1.9 турбодизельный мотор и 2-литровый турбодизельный. С 2009 года 1.9 сняли с конвейера и ввели 1.6. Такие двигатели устанавливались Common-Rail'овские с конца 2008 года, как я уже сказал. Но рестайлинг был уже в 2009 году, то есть с 2008 года с таким двигателем машину можно найти. Но в основном Common-Rail'овские двигатели пришли уже с рестайлом с 2009 годом. От своих предшественников этот двигатель отличается тем, что у него уже, во-первых, другая топливная система, уже пьезофорсунки вместо насос-форсунок, то есть ТНВД качает топливо в топливную рампу, в ней создается необходимое давление топлива, и с топливной рампы уже на форсунки. Ну, двигатель разжали, степень сжатия у него уже 16,5, а не как у предшественников 18,5, то есть уже есть запас для надува. Ну и, отходя от темы, эти двигатели чипуют на Stage 2 190 лошадиных сил, с них снимают, и 420 момента. В стоке здесь 140 320 крутящего момента и 140 лошадиных сил мощности. Ну, двигатель имеет чугунный блок, кованый коленвал, стальную поршневую и 16-клапанную алюминиевую ГБЦ. Ну, подкапотное пространство выполнено тоже грамотно, то есть там топливный фильтр, масляный, воздушный, расположены в доступных местах и легко меняются. Как бывает у некоторых автомобилей, даже такие элементарные вещи сложно бывает заменить, потому что они местонахождение их достаточно тяжело. Но также этот двигатель имеет свои недостатки. У первых двигателей была болезнь с шестигранником привода масляного насоса. Дело в том, что он выполнен из мягкого металла, его грани стирались очень быстро. Но эта проблема приходила на 150 тысяч километров пробега. Ну, стоит он порядка $10. И при покупке такого автомобиля с таким двигателем, да вообще любого автомобиля с таким двигателем, желательно его поменять для своего же блага. Также засоряется впускной коллектор, а вернее заслонки впускного коллектора, которые уже регулируют подачу воздуха на различных оборотах. Поворачивают заслонки электронный привод. Заслонки открываются полностью на 3000 оборотов. Такие двигатели
Common Rail'овские начали устанавливаться с конца 2008 года, как я уже сказал ранее. До этого устанавливались 2.0 BMP 8-клапанный и 2-литровый 16-клапанный двигатель с индексом БКП. 2-литровый BMP, на нем устанавливались насос-форсунки, их стоимость $800–900, и меняются все 4 в комплекте. 2-литровый БКП двигатель, он имел пьезоэлектрические насос-форсунки, и недостаток этих форсунок, что у них была слабая проводка, и на форсунке расплавлялся разъем. Они выходили из строя, тоже замена все 4 в комплекте. Тоже они стоят в районе $800. Естественно, тоже меняются все 4. И 2-литровый БКП заслужил репутацию самого ненадежного двигателя, который когда-либо устанавливался на эти машины. Ну и в целом продукцию ВАК. По коробке здесь установлена 6-ступенчатая механическая коробка передач. Достаточно надежная, без каких-либо проблем. Ну, при износе сцеплений маховика это все будет стоить $1000. То есть маховик и само сцепление, полностью комплект. Также устанавливались 6-ступенчатые роботизированные DSG, о которых вы, наверное, уже слышали. Они заслужили репутацию ломучих, ненадежных, дорогостоящих в ремонте коробок. Но с 2015-2014 года, в этих годах, ВАК официально заявил, что все проблемы они устранили, что эти коробки уже выхаживают гарантийный срок, и постгарантийный срок они без проблем служат. Ну, посмотрим. Хотя есть некоторые владельцы, мои знакомые, у которых, правда, машины 16-18 года, но они не жалуются, говорят, на механику больше никогда не сяду. Но теперь для тех, кто когда-либо решит покупать автомобиль от концерна ВАК с похожими двигателями, я хочу коротко рассказать, как визуально их отличить. Напоминаю, этот двигатель Common Rail имеет индекс CBAP. Как его отличить от БКПшного, БМПшного двигателя? Вот обратите внимание, как выглядит крышка и где расположена заливная горловина. На 2-литровом двигателе с индексом БМП сама крышка на уже, и заливная горловина находится вот здесь, в этом месте. На 2-литровом БКП крышка похожа на эту, но заливная горловина находится вот в этом месте. Ну, это простой элементарный способ, как визуально можно отличить этот двигатель. Также насчет отличий я покажу еще на заводской нумерации около водительской двери. И кому интересно, в описании я оставлю некоторые индексы Common Rail'овских двигателей. Их на самом деле больше 40, но я оставлю порядка 7-8, которые были вот в этих вот годах. Кому это более интересна, эта тема, забейте в интернете Common Rail'овские двигатели, все их индексы, там очень подробно расписано, с какого года каждый индекс, с какого года у нас был на конвейере, какие недостатки там устранены, на каком автомобиле он останавливался, там на Passat, на Гольфе, на Audi, на Шкоде какой-нибудь, там полностью все подробно расписано, что там устранено, что там модернизировано, какая там мощность у этого двигателя, все подробно там расписано. Еще раз повторюсь, некоторые двигатели я оставлю в описании. Я хочу показать теперь вам, где на кузове изображен индекс двигателя. Вот возле водительской двери, вот в этом месте. Вот выбит индекс двигателя, CBAP. Если кто-то собирается покупать подобную машину, то что вы имели в виду. Многие, я думаю, начнут смеяться, почему ты показываешь под капотом там крышки, месторасположение заливной горловины, зачем там. Дело в том, что когда вы будете покупать подобную машину и смотреть объявления в интернете, в основном все фотографируют подкапотное пространство. Вот это место никто фотографировать не будет.
В основном фотографирую подкапотное пространство. И вы уже по фотографии можете понять, какой двигатель там установлен и стоит ли этот автомобиль вообще рассматривать или нет. Еще хотел бы сказать про клиренс. Вот что касается, допустим, дизелей, ну, всех автомобилей, но сейчас скажу про дизеля, вот, потому что их наиболее больше на наших дорогах. 1.9 автомобиль с двигателем 1.9, у него клиренс выше, чем 2-литрового, то есть особенно спереди хорошо визуально видно, когда там кулак можно просадить, но здесь места гораздо меньше. И люди начинают многие на 2-литровых автомобилях извращаться, поднимать, ставить другие пружины, амортизаторы, поднимать переднюю часть. И тем самым пытаются некоторые выровнять вот эту линию. Хотя прекрасно видно, что она должна идти на косую. Какое расстояние вот здесь вот, какое вот здесь. То есть завода задуман, чтобы она шла на косую. Но многие пытаются увеличить клиренс, тем самым увеличить проходимость и поднять переднюю часть. И тем самым задирают ее спереди и выравнивают эту линию. Но, на мой взгляд, со стороны это выглядит нелепо. Передняя подвеска у B6 Passat так же, как и на легендарных B3 и B4. То есть два сайлентблока, съемная шаровая опора на тех же самых 3 болтах. Только уже стойка стабилизатора, уже как в современных автомобилях. Вот она. А не серьга, как на B3 и B4, которая шла из рычага, ну такая, как на ВАЗах. Резиновая серьга, которая устанавливается на рампу. Так, а вот сзади уже немцы постарались. Здесь установлен подрамник на 4 болтах. Вот. Раз, два, ну и здесь два с этой стороны. 3, 4. Которая от подрамника идет эти рычаги, банки, к которым крепятся пружины. И идет прямой рычаг, вот этот бумеранг, третий тоже рычаг, и рычаг от ступицы на лонжерон, соответственно. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 сайлентблоков. И стойка стабилизатора. Вот она. Вот этого рычага, рампу. Соответственно, здесь получается 7 и 7, 14, плюс 4 спереди, 18 сайлентблоков. Вся подвеска B6 Passat. Также здесь уже был изменен привод ручника, то есть уже стоят не обычные тросы, как всегда, каждого автомобиля, а с кнопки привод электромоторчика. Вот он. Стоимость его $150-200, но можно найти дешевле. Рекорды можно побить и за $250, если вы хотите переплатить за надпись на коробке. Итак, комплектация у нас не максимальная, но то, что необходимо, здесь есть. Стеклоподъемники все электронные. Также здесь есть привод зеркал, управление центральным замком, закрыть-открыть. Также управление приводом электроручника с педали. Также здесь есть бортовой компьютер, он показывает температуру наружного воздуха, открытие-закрытие дверей, остаток хода, пройденный километраж, среднюю скорость, показания по круиз-контролю, которую последнюю скорость устанавливали, время в пути, моментный расход, средний расход. Также здесь есть управление парктрониками. Возможно отключить систему стабилизации, но здесь есть защита от идиота. Если вы начнете дерзить, ерзать по дороге, она включится автоматически. Мультимедиа здесь дорестайловая, черно-белая, но музыка здесь хорошая. Я ее включать не буду, уже за авторские права не забанили. Также здесь установлен раздельный климат-контроль. Можно установить температуру для каждого водителя и пассажира свою. Дефлекторы обдува, герметизация, само собой. Также для удобства здесь подстаканники. Очень удобно. Подлокотник с нишей для всяких вещей. Немцы уделили место и безопасности. У автомобиля 8 подушек безопасности. То есть на руле у пассажира и на всех стойках. А так, здесь нет никаких плюшек
сверхъестественных, ну, все, что необходимо, здесь есть. По месту сзади. Комфорт для задних пассажиров – это уже наличие электростеклоподъемника, потому что в некоторых комплектациях он был механическим, это уже какое-то достоинство. Также обдувы задних пассажиров, розетка 12-вольтовая, также подлокотник с такой вот нишей для какого-нибудь планшета сюда можно положить, подстаканники. Также есть такая ниша для перевозки, там лыжи можно положить, еще какие-нибудь дальномерные грузы, вещи. Ну, посадка удобная, мне комфортно, места еще достаточно, над головой тоже больше кулака, то есть более высоким людям здесь будет комфортно. Ну, освещение задних пассажиров, естественно, тут больше никаких плюшек приятных здесь нет. По багажнику, значит. Багажник здесь чуть больше, чем в Оке, чуть меньше, чем у Таха. Но в целом он просторный. Сразу здесь заметны дефлекторы обдува боковых заднего стекла. Ну, также здесь всякие ниши для ваших вещей. Фиксаторы груза. Чтобы на них можно было сетку фиксирующую натянуть и зафиксировать груз, чтобы он не болтался во время движения. Ну, также здесь ниша для запасного колеса, здесь полноразмерное запасное колесо. Ну, здесь также ниши для баллоника, домкрата и так далее. Ну, если сложить заднее сиденье, то получается большое пространство, и можно какой-нибудь крупногабаритный груз загрузить. Ну, в целом, по багажнику все. О, кстати, закрылись все двери. Итак, ходом, ну, я подогнал под себя сиденье. Здесь электрорегулировки, поясничный подпор, ну, спинка сама электронная. Подъем я отрегулировал для себя, мне удобно, хорошо. Климат включен, расход показывает, ну, 9, но он сейчас уже падает до 6. Средний расход 6,3. Ну, двигателя немного слышно. Здесь неровная дорога, но ударов нет. Подвеска глотает хорошо. Яма. Ну, ходом, разгон у машины до 100 различных источников указано по-разному. 9,7, 9,8. В среднем не быстро в итоге. Но едет он так бодро, динамично. Ну, какое-то удовольствие он может доставить. Набирает хорошо. По разгону, по ощущениям, он быстрее, чем 1.8 TSI. По ощущениям, по цифрам 1.8 TSI быстрее, но кажется, что этот быстрее. Он так бодро подрывается. Вот, крутящий момент максимальный здесь, полка момента, от 1750 оборотов до 2750. Но заслонки открываются выпускного коллектора при 3000 оборотов, как я уже говорил. Ну, шумка нормальная для этого класса. Ну, если сравнить с конкурентами, то уже нужно сравнивать в реальных условиях. Уже там несколько машин вместе по одному и тому же участку дороги прогнать на одну и ту же скорость, и тогда уже сравнить. Это более адекватно. Но в этом классе очень жесткая конкуренция. Там много автомобилей. Кто-то уступает по динамике, кто-то по надежности, по удобству эксплуатации, стоимости содержания автомобиля, кто-то там по комфорту, шумности, плавности хода и так далее. Но мне нравится, идет он хорошо, плавно. Мне нравится рулевое управление, оно бодрое, моментально отзывается. Разгоняется тоже динамично. Реагирует на педаль газа моментально же.
То есть он всегда на подхвате. Ну, здесь неровный участок дороги, он плавно глотает ямы, машину не трясет, не бьет, я не чувствую профиля дороги, это очень хорошо. Может, у конкурентов у кого-то будет подвеска мягче, хотя не особо я могу утверждать. У той же Camry тоже Макферсон спереди, сзади поперечные рычаги, и Camry будет более валкая. Ну, только если уже сравнительный тест снимать, тогда уже сравним, то лучше. Шумоизоляция тоже хорошая, мне нравится. Я не слышу посторонних шумов, все нормально. Двигателя немного слышно, но, видимо, для ощущения каких-то драйверских, хотя машина не быстрая. 9,7 до 100, это не сказать, что она быстрая. Ну, средняя, бодрая, динамичная машина, которая, может быть. Но сидеть мне комфортно, удобно, мне нравится. Расход показывает 6,0. 2500 оборотов. Ну, в принципе, все, что хотел сказать про этот автомобиль, я сказал. Если вам есть что-то дополнить, пишите это в комментариях. Ну, мне автомобиль нравится. Я считаю, он стоит своих денег. Если вам понравилось, поставьте лайк, подпишитесь на канал, ставьте обязательно колокольчик, чтобы ничего не пропустить. Мы будем снимать также для вас другие интересные автомобили. Спасибо большое за внимание. Счастливо.